Привет, друзья! Темой сегодняшнего обзора станут новенькие наушники Xiaomi Buds 3. Разберем все преимущества, которые выгодно отличают их от других моделей. Раскроем критичные недостатки и возможные способы их решения. Наглядно сравним новинку с популярными Redmi Buds 3 Pro и, наконец, сделаем вывод, стоят ли они своих денег. Спустя 2 недели активных тестов действительно есть о чем рассказать, так что рекомендуем досмотреть видео до конца. И мы начинаем. Начнем, как обычно, с комплектации. И здесь сразу мое почтение продавцу, который отлично упаковал заказ, и коробка наушников наконец-то дошла ко мне из Китая в идеальном состоянии. Xiaomi Buds 3 поставляются в надежной плотной коробке с стесненным изображением наушников. На задней поверхности мы видим основные особенности данной модели. Шумоподавление, жесты, Bluetooth 5.2, поддержка одновременного подключения к двум устройствам и так далее. К слову, с подключением к двум устройствам тут не все так однозначно и есть свои нюансы, но об этом чуть позже. В коробке помимо самих наушников пользователя встречает документация, короткий кабель USB Type-C и 2 дополнительные пары сменных амбушюр. И здесь сразу отмечу первую приятную мелочь – наличие собственной сеточки у каждой амбушюры. Таким образом, мы получаем дополнительную ступень защиты перед металлической сеткой самих наушников. И в случае необходимости без проблем можем помыть насадку и дальше пользоваться уже чистыми наушниками. Кроме того, хочется отметить надежную посадку амбушюры на наушники, в отличие от тех же Redmi Buds 3 Pro, благодаря чему случайно потерять насадки будет уже крайне сложно. Xiaomi Buds 3 доступны в двух цветовых решениях – матовый черный с синеватым отливом и глянцевый белый. Последний вариант, к слову, стоит несколько дороже, вероятно, именно за счет глянцевой обработки. В моем случае я заказала черный вариант. Он показался мне практичнее белого, матовый корпус и сами наушники не так подвержены загрязнению и царапинам. Однако на деле оказалось, что выглядит Xiaomi Buds 3 в черном исполнении несколько проще и дешевле глянцевого белого варианта. Сам по себе кейс легкий и качественный, с довольно плотной крышкой, которая не раскрывается под собственным весом. Он комфортно лежит в руке, а матовое покрытие, как и предполагалось, не собирает отпечатки пальцев. Однако на задней стороне за 2 недели использования уже появилась небольшая потертость. Кроме того, сама крышка буквально на долю миллиметра выступает из корпуса. Это совсем не критично, да и возможно это только в моем экземпляре, а может и вовсе инженерное решение, чтобы проще подцеплять крышку. Еще один спорный момент – это расположение кнопки сопряжения на кейсе. Если у Redmi Buds 3 Pro она находилась спереди и ее легко можно было зажать одной рукой, то вот у Xiaomi Buds 3 кнопка находится на нижней грани рядом с разъемом для зарядки, что делает ее использование одной рукой не совсем удобным. На лицевой поверхности разместили небольшой LED-индикатор, и в отличие от Redmi Buds 3 Pro, здесь он цветной. При 40% заряда кейса и ниже индикатор начинает гореть красным, а выше 40% зеленым. Очень удобно, особенно владельцам айфонов, без возможности посмотреть уровень зарядки наушников и кейса прямо на смартфоне. Благодаря индикатору вы будете примерно понимать, сколько заряда в Xiaomi Buds 3 осталось. Еще один весомый плюс кейса – это наличие беспроводной зарядки и поддержки быстрой зарядки самих наушников. К слову об автономности поговорим чуть позднее, но пока обратим внимание на сами наушники. Внутри кейса они сидят плотно и уверенно, можно не опасаться, что случайно выпадут при открытой крышке. Корпус наушников выполнен из пластика, аналогичного тому, что используется и в кейсе, но уже с глянцевыми вставками. Наушники достаточно легкие, всего 4,6 грамма, однако именно для моих небольших ушей размер и посадка Xiaomi Buds 3 не совсем комфортны, впрочем, как и большинство вакуумных наушников, проверенных мною. Тем не менее, в более крупных ушах они сидят отлично. Из приятных моментов хочется отметить влагозащиту по стандарту IP55, который распространяется исключительно на сами наушники. Они не боятся ни дождя и ни пыли. Однако купаться с ними в бассейне, разумеется, не стоит, все-таки это защита от брызг, а не профессиональные наушники для пловцов. По качеству связи вопросов нет. Наушники стабильно держат подключение и не прерываются при длительном прослушивании медиа. При просмотре видео картинка также не отстает от звука, а вот в играх все как обычно. Игрового режима здесь нет и присутствует стандартная задержка. В паре с Mi 10T Pro это чуть меньше секунды. И самое время поговорить про качество звука. Я помню, как меня приятно удивили по качеству звучания Redmi Buds 3 Pro.
поэтому мне было особенно интересно посмотреть на новую модель уже под брендом Xiaomi. И в Xiaomi Buds 3 звук на вполне достойном уровне. Объемный и глубокий бас, умеренные средние частоты, не режущие слух, и чистые и высокие. Все в меру. Проблем с запасом уровня громкости также никаких не заметила. По крайней мере, на Mi 10T Pro и Poco F3 при 90% звук уже можно назвать очень громким. Ну и, конечно, после длительного сравнения звучания с Redmi Buds 3 Pro у новинок все же звук мне показался несколько приятнее и сбалансированнее по частотам. Но самое главное, это более высокий уровень шумоподавления в 40 дБ. По личным ощущениям, разница с Redmi Buds 3 Pro с шумодавом в 35 дБ все же есть. Новинка несколько лучше справляется с равномерным фоновым шумом, ветром, шумом вентилятора, кондиционера, компьютера, а также практически полностью перекрывает шум беговой дорожки и шаги. Помимо базового режима шумоподавления, есть еще прозрачный режим, суть которого состоит в том, что наушники позволяют слышать окружающие звуки. Если сравнить данный режим с просто отключенным шумоподавлением, то разница ощутима, и все мелкие звуки становятся более отчетливыми. Однако, на мой взгляд, в данном режиме теряется глубина самой музыки. Она становится какой-то плоской, и лично я этим режимом практически не пользовалась. Качество микрофона при традиционном вызове мы также проверили и для более наглядного понимания сравнили их с Redmi Buds 3 Pro. В новинке от Xiaomi установлена система из 3 микрофонов, за счет которых голос во время звонков должен быть разборчивым даже на шумной или ветреной улице. Но, если честно, лично я какой-то особой разницы не заметила. Ну, оцените сами. Тест записи голоса на встроенный микрофон во время разговора на Xiaomi Buds 3. А теперь проверяем качество записи вызова на встроенный микрофон Redmi Buds 3 Pro в аналогичных условиях при ветре. В общем, голос достаточно разборчив и нет посторонних шумов. Теперь поговорим о подключении и управлении. Если вы пользуетесь новым смартфоном Xiaomi, то при первом подключении получите красивую анимацию и упрощенный процесс сопряжения, где достаточно открыть крышку кейса и просто подтвердить подключение. Если же у вас другое устройство, то подключать наушники придется традиционным способом, вручную через меню Bluetooth. Наушники, разумеется, поддерживают управление жестами. Можно запускать треки и ставить на паузу, переключать композиции, управлять шумоподавлением, отвечать или завершать вызовы, а также запускать голосовой ассистент. Жестовое управление в Xiaomi Buds 3 не совсем стандартное, нужно не просто постучать пальцем по наушнику, а зажать с двух сторон нижнюю часть ножки 2 пальцами. Лично мне первое время был несколько непривычен такой тип жестов. Однако спустя пару недель использования подобное управление становится в чем-то даже удобнее обычных сенсоров, как у Redmi Buds 3 Pro. Как минимум, можно не волноваться о случайных нажатиях, так как для того, чтобы датчик сработал, нужно приложить небольшое усилие. По простому касанию он не реагирует. Кстати, нажатия сопровождаются специальным звуком, напоминающим щелчки по пластику. По однократному нажатию можно приостановить и продолжить воспроизведение музыки, а также ответить и завершить звонок. По длительному нажатию меняется режим шумоподавления – активен, отключен или же режим прозрачности. По 2 нажатиям по умолчанию переключается следующий трек, а по тройному – предыдущий. Как и в Redmi Buds 3 Pro, новинка поддерживает настройку собственных жестов в специальном меню настроек, которое доступно на некоторых смартфонах Xiaomi. Для остальных же пользователей есть 2 способа, как получить доступ к расширенным настройкам. Во-первых, в случае, если у вас китайская версия Xiaomi Buds 3, то наушники поддерживают работу с приложением Xiaomi AI Live. Однако оно полностью на китайском языке, да и в целом не совсем удобно. Так что второй вариант более предпочтителен – использовать стороннее приложение Mi Buds Mate. Здесь при желании вы можете перенастроить жесты, отрегулировать режим шумоподавления, активировать подключение к 2 устройствам и многое другое. Разработчик предоставил нам тестовую версию приложения с поддержкой новой модели наушников Xiaomi Buds 3, и все работает отлично. Думаю, уже в скором времени можно ждать обновления в маркете. Приложение полностью бесплатное, так что не забудьте поблагодарить автора в комментариях. Более подробно о Mi Buds Mate мы уже говорили в одном из предыдущих видео, так что если вы планируете использовать новые наушники Xiaomi со смартфоном стороннего бренда, рекомендую посмотреть. Mi Buds Mate в этом случае будет просто незаменимым приложением. Далее предлагаю поговорить про автономность. Разумеется, как и у любых беспроводных наушников, время работы прежде всего зависит от режима прослушивания и уровня громкости. При выключенном шумоподавлении Xiaomi Buds 3 работают около 7 часов.
А при включенном и примерно на 80% уровня громкости время работы опускается до 6 часов. С учетом того, что достаточно всего на 15 минут убрать наушники в кейс и заряд восполнится на 40%, думаю, это отличный показатель. Кстати, на уровне заряда в 20% и ниже наушники начинают периодически издавать звуковой сигнал о необходимости зарядиться. От кейса же заряд наушников можно восполнить 4 раза. По времени зарядки самого кейса от ПК примерно за 45 минут. Но я обычно заряжала от беспроводной 10-ваттной зарядки, и для полного восполнения требовалось около часа. Из всего вышесказанного может показаться, что наушники вовсе лишены недостатков. Но, к сожалению, это не так. Видимо, у Xiaomi так заведено: покупая новый гаджет на старте продаж, готовьтесь к кривому софту. И случай с Xiaomi Buds 3 можно назвать идеальным тому подтверждением. Так, например, за время тестов я несколько раз сталкивалась с тем, что при подключении жесты попросту не срабатывали. То на одном из наушников, то сразу на двух. Таким образом, невозможно ни сменить режим шумодава, ни переключить трек, ни ответить на вызов, и решалась данная проблема только переподключением. Конечно, нетрудно убрать в кейс и снова достать наушники, но все же это косяк и достаточно неприятный. Но куда больше меня разочаровала работа функции одновременного подключения к двум устройствам. Как я уже ранее говорила, и на презентации, и в спецификациях на коробке эта фишка заявлена, и значит должна быть и работать исправно, как в тех же Redmi Buds 3 Pro, где механика переподключения продумана и работает без нареканий. А вот в Xiaomi Buds 3 эта функция работает пока очень криво. Да, наушники коннектятся к двум девайсам, например, смартфону и планшету, но по факту, к примеру, музыка будет воспроизводиться только с одного устройства до тех пор, пока вручную не остановить воспроизведение на первом и не запустить на втором. На прошлогодних Redmi это все происходит автоматически. Самое обидное, что даже последнее обновление ПО не решило ни эту проблему, ни вопрос с периодически неработающими жестами. Так что остается только ждать последующих доработок со стороны производителя. Кстати, обновить прошивку смогут только пользователи некоторых флагманов Xiaomi. Для остальных же, как обновить прошивку через любой Android смартфон, мы расскажем в нашем телеграм-канале. Там же вы сможете найти самую свежую прошивку для Xiaomi Buds 3. Ссылка на канал, как всегда, в описании. Ну и самое время подвести итоги. Xiaomi Buds 3 мне удалось приобрести на AliExpress за 5500 рублей. И за эти деньги я не могу сказать, что наушники меня разочаровали. Да, не обошлось без минусов в виде сырой прошивки, на доработку которой могут уйти месяцы. Но в остальном же наушники порадовали стильным дизайном, с вниманием к деталям. За одни только амбушюры с сеточкой однозначно лайк. Отличный показатель автономности, который порой даже превосходит обещания производителя. А главное, достойное качество звучания и высокий уровень шумоподавления с полным погружением. Все это, на мой взгляд, делает Xiaomi Buds 3 отличным конкурентоспособным решением. И да, если выбирать между Xiaomi Buds 3 и Redmi Buds 3 Pro, лично я бы остановила свой выбор на новой модели. За дизайн, автономность, качество звука и повышенное шумоподавление. Однако, если вы не готовы за все это переплачивать порядка 2000 рублей, то можно смело остановиться на Redmi Buds 3 Pro. Многое не потеряете. А что думаете вы по поводу этих наушников? Очень интересно будет почитать ваше мнение, а также смелее задавайте вопросы, постараемся ответить на все. И, конечно же, ставьте лайк, если понравилось это видео, и подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели, и до новых встреч. Пока-пока.